Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Соскучились? Я очень. И в этом видео у меня для вас очередное залипалово драконий принт, которого еще ни у кого не было. Перепробовав вариантов 50, я подобрала самый-самый вау. И при этом легко и быстро выполнимый в новогодней суматохе. Немножко похвастаюсь очередными кайфиками от торговой марки Rock Nail, коллекции Калейдоскоп, завораживающие светоотражающие гель-лаки. Если вы искали суперплотные горячие светоотражайки самых ходовых и красивых оттенков, то это 100% они. Как всегда, самые красивые цвета, а частицы невероятно насыщенно горят при тусклом освещении и не менее завораживающие блестят и переливаются при дневном. Я постаралась по максимуму передать всю красоту этих гель-лаков. Для моих давних подписчиц не секрет, я влюблена в эту торговую марку, с ней, как всегда, безумно приятно работать. В боксе, как всегда, меня очень радуют фирменные стикеры для Tips, наклеил и ничего не сотрется, все выглядит очень цивильно. И вот такой вот бомбической, горящей красотой у меня пополнилась теперь моя коллекция. У меня, конечно, много светоотражаек, и эти, теперь прямо в первых рядах. Полюбились они не только мне, но и клиенткам, потому что, как всегда, у этой торговой марки очень красивые вкусные цвета. Типсы прозрачные и перекрыты в один слой. Ну и приступим. Большой указательный мизинец ноготки перекрываю мятного цвета светоотражайкой. Вот так вот бомбически она смотрится под вспышкой. Гель-лак отлично просыхает, просушиваю 30 секунд и перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. На среднем и безымянном буду выполнять самый эффектный и простой принт дракона. Для этого наношу черную гель-краску без липкого слоя достаточно плотным слоем. По этой непросушенной гель-краске буду рисовать вот такие вот сначала вертикальные линии, кончик дотса не более 1 мм. Вот этот центр, ширина этой полосы где-то 4 мм. Затем провожу горизонтальные поперечные такие вот полосы, и у меня получаются прямоугольники. Чтобы орнамент получался четкий, прорисовав каждый элемент, кончик дотса обязательно обтираю об безворсовую салфетку. Затем в каждом прямоугольнике прорисовываю такие вот овалы, я бы сказала заквадрачные овалы, и также по бокам. Здесь не стоит стараться вырисовывать все это очень ровно и четко, легкая небрежность прям имеет место быть, так вот такая вот кожа рептилии будет выглядеть более натурально. Чтобы орнамент этот не растекся, долго на него не смотрим, отправляем в лампу, просушиваем 1 минуту. После этого аппликатором именно вглаживаем, не втираем, а легкими поглаживающими движениями в центр ногтя вглаживаем сиреневую втирку, а по периметру бирюзовую либо мятную. Здесь можно и упростить все, не обязательно 2 цвета, вообще любой цвет втирки под какой-то соседний гель-лак, либо может все ногти так сделать. Но мне всегда хочется, чтобы прям вау-вау. Для 100% носибельности пилочка 180 грит подпиливает торец, промазываю бескислотным праймером и базой для гель-лака и закрепляю ее 10 секунд в лампе. Если ногти острые, то на кончике лучше чуть-чуть пожирнее эту базу нанести. После этого перекрываем топом. Я перекрываю матовым, так вот этот рельеф более эффектный получается. Но можно перекрыть просто глянцевым и на этом оставить в покое и получить вот такой вот безумно красивый драконий принт. Я же просушила матовый топ половину времени и глянцевым топом без остаточной липкости наношу вот такие вот капли по центру вот этих прямоугольничков. Прям кистью из флакона. Это получается очень быстро. Глянцевый топ я просушила 1 минуту и аппликатором аккуратненько вглаживаю втирку. Втирку можно взять и Аврора, и Единорог с таким вот розовым и золотым отливом. Она, получается, вглаживается вот в этот глянцевый топ, а на матовом ничего не остается. Мягкой кистью аккуратно смахиваем излишки втирки и точно так же кистью из флакона наставляем капельки, чтобы втирку эту закрепить. Если у вас не получается это аккуратно, то можно пару капель топа наставить на палитру и тонкой кистью аккуратненько это все точечно прокрасить. Топ и наш дизайн окончательно хорошо просушиваем и тщательно ноготок протираем от остатков втирки. Наш вау-маникюр с самым красивым драконьим принтом готов. Что скажете? Как вам такая идея? И я, да, как всегда, любительница все усложнять. У меня и разные оттенки втирок, и разные топы. Тут матовый, там глянцевый, тут капли, тут сверху капли. Но на самом деле все это можно еще более упростить и ускорить. Не перекрывать матовым, перекрыть, например, втиркой одной и сразу глянцевым топом. Или в итоге перекрыть глянцевым топом и не наставлять никакие капли. И тоже маникюр будет 100% завораживать. Я подала вам идею и уверена, это видео вам было полезным и очень понравилось. А также не забывайте про лайки и комментарии. Мне будет безумно приятно, и я по максимуму стараюсь отвечать. И до новых залипательных видео!